Освобождение заключенных ввиду нехватки персонала и мест в тюрьмах. Слишком мало сотрудников, сложные уголовные кодексы и нехватка помещений. Основная причина того, чтобы, несмотря на серьезность некоторых преступлений и рост числа подозреваемых, находящихся под стражей, приходится освобождать из предварительного заключения ввиду слишком длительных судебных разбирательств. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. В Берлине был досрочно освобожден из-под стражи осужденный член преступного клана. Городская прокуратура заявила, что в тюрьме для него нет места. В сентябре 2021 года мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы за грабеж при особо отягощающих обстоятельствах и нанесение опасных телесных повреждений после ограбления инкассатора. Решение об освобождении из тюрьмы датируется 3 февраля 2023 года. Как пояснила представительница ведомства, осужденный должен был быть освобожден из тюрьмы с немедленным вступлением распоряжения в силу. Ранее об этом сообщали Шпигель ТВ и Тагесшпигель. Согласно приговору, после определенного срока заключения осужденный должен был быть переведен в пенитенциарное учреждение из-за проблем с наркотиками. Перевод не состоялся, поскольку больница постоянно ссылалась на нехватку мощности и долгий лист ожидания. По словам пресс-секретаря прокуратуры, прием пациентов был закрыт до середины января 2023 года, а член преступлений группировки не мог дальше находиться под стражей. Согласно заявлению пресс-секретаря, освобождение никак не повлияет на продолжительность наказания. Осужденного снова вызовут в суд в установленном порядке. Ситуация сложная не только в Берлине. По данным прокуратуры, такого рода проблема существует не только в Берлине. Перевод заключенных в другую федеральную землю теоретически возможен, но ситуация и там сравнительно сложная. Дополнительные проблемы для судебной системы вызваны тем, что уголовное судопроизводство занимает все больше времени. При этом число подозреваемых растет, вследствие чего их и приходится освобождать из предварительного заключения. В прошлом году по всей стране, согласно данным Ассоциации судей Германии, были отпущены по меньшей мере 73 человека. Более 300 заключенных на свободе. В 2021 году судебные администрации земель сообщили об увеличении дел до 66 по сравнению с 40 в 2020 году. Ассоциация судей видит причину такого развития событий во все более сложном уголовном процессе, а также в нехватке кадров в прокуратуре и судах. За последние 5 лет более 300 подозреваемых были освобождены из-под стражи ввиду затянувшегося разбирательства. Ассоциация ссылается на опрос министров юстиции и высших региональных судов 16 земель, проведенный газетой Deutsche Richter Zeitung. По полученным данным, в 2022 году наибольшее количество 15 отмененных ордеров на арест было зарегистрировано в Баварии. Как сообщает газета Deutsche Richter Zeitung, в Берлине за 2022 год было зарегистрировано 9 случаев, как и в предыдущем году, в то время как Берлинское управление юстиции заявляло в 2021 году о 8. Ну и на этом все. Вот такая была сегодня новость. В комментарии пишите, что думаете по этому поводу, справедливо это или нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Ну а я вам всем желаю хорошего настроения и всем пока.